Приветствую вас в канун Нового года. Осталось всего несколько дней до конца этого года, когда он наконец закончится, и все проблемы, которые у вас были, я надеюсь, закончатся вместе с ним, и вы сможете добиться всего того, чего не успели или добились не настолько качественно, насколько хотели в этом. Вот мы поработали, и у нас огромное количество людей, которые получили или на данный момент ожидают посылку с куклой, которую доставит курьер, или амулет, который также доставит курьер. Кто-то приезжал, сам забирал, кто-то получит в ближайшее время. Я это к чему? Я это к тому, что некоторые вопросы задают то, что типа действительно кто-то заказывает, действительно кто-то пользуется и кто-то в это верит. Да, тот, кто верит, тот получает результат. Тот меняет свою жизнь к лучшему. Он корректирует то, что не в его силах, то, что у него не получается, то, в чем ему необходима помощь и поддержка. То есть те моменты жизни своей или чужой жизни, или жизни близкого ему человека, которые он хочет изменить, но он не видит выхода, он не видит, как это сделать, как реализовать, как добиться того, чего он хочет, или чего хочет тот человек, который ему дорог, или его кто-то очень сильно обидел, он хочет отомстить. Но он просто понимает то, что в реалиях настоящего мира, да, то, что сейчас происходит, и как это все отслеживается и все прочее, то человек не может никак воздействовать своими силами. Но ему необходимо это для того, чтобы успокоиться, потому что многие совершают такие поступки, за которые надо отвечать. А отвечать, как водится у нас, многие не любят, либо скрываются, либо прячутся за какими-то своими возможностями, связями и так далее. Поэтому есть такие люди, которые пользуются услугами. Их достаточно много. Тот, кто верит, тот получает результат. Тот, кто не верит, он идет дальше, либо не пользуются этими вариантами решения такой ситуации, которая у него сложилась, да. Зачем тогда он сюда вообще пришел? Ну, посмотреть, поглазеть, позадавать вопросы, сказать, что все это неправда. Ну, пускай это остается на совести таких людей, которые в это не верят. И их счастье, если их близких и их самих не коснется в жизни магическое воздействие негативное, ну или в благих целях, которые просто заставят сделать то, что человек не хотел. Если их это не коснется, я буду только рад. Но это их жизнь, тех людей, которые в это не верят. Пускай не верят. Многие не верили, что Земля круглая. Поэтому для кого-то это имеет значение, для кого-то нет. Этот канал существует для того, чтобы рассказать людям подробно и максимально понятно, современно рассказать то, что делает человек, который обладает такими способностями. И не просто так обладает. Эти способности позволяют ему помогать людям в тех вопросах, в которых человек уже запутался и понимает то, что у него нет выхода, понимает то, что он не может никакими своими силами вообще найти того решения, которое будет правильным, того решения, которое приведет к результату, которое наконец-то закончит страдания его или его близкого человека. Потому что
Те, кто верит, они пользуются услугами, они заказывают разные вещи. Кто-то хорошие, кто-то плохие. Тут с какой стороны еще посмотреть, что из этого плохо, что хорошо. У нас есть свои морали, и мы не всем оказываем услуги, которые как-то вредят человеку, да, наносят какой-то вред посредством магии. Потому что есть определенные такие же моральные принципы, как и у большинства людей, но только здесь они просто немножко в другой форме. Поэтому если вы в это верите, если вам это необходимо, тем более те, кто уже пользовался услугами, получил результат, остался доволен, вам отдельное спасибо за доверие, отдельное спасибо за то, что вы смотрите канал, за то, что рассказываете тому, кому считаете нужным, о том, что мы здесь делаем, о том, что Георгий помогает, на самом деле помогает людям изменить те аспекты, которые невозможно изменить самостоятельно, либо которые вы просто не можете изменить по ряду причин. Кому-то физиология не позволяет, кому-то не хватает в каких-то моментах образования, а кому-то не хватает просто уверенности в себе, чтобы сделать то, что он никогда бы не сделал, если бы не воспользовался, допустим, каким-то заговором или обрядом. Поэтому есть люди, которые заказывают вот таких вот кукол. Есть люди, которые заказывают вот таких кукол. Казалось бы, простая вещь, да? Для кого-то это шутка, для кого-то это смешно. Но что в этой кукле находится серьезная связь с тем человеком, на кого она была сделана. И это влияние, которое она оказывает, она меняет жизнь человека, который заказывает, меняет жизнь человека, на которого она сделана. Кому-то требуется приворот, кому-то требуется разорвать связь между близкими людьми, чтобы вклиниться туда. Разные бывают ситуации. У кого-то есть желание вернуть своего любимого человека, который оступился, который ошибся, и просто самостоятельно, даже если хочет, он не может, потому что его терзает сомнение, что его примут, и он назло, наоборот, еще более отдаляется, еще дальше уходит в эти дебри тех отношений, которые, возможно, послужили причиной его ухода, новых отношений, да? Разрыва вот этой любви, вот этих отношений, которые, это может быть семья с детьми. Семья с детьми, которые хотят, чтобы у них были и папа, и мама, а не кто-то один. Чтобы его не разрывали вот между двумя родителями. Чтобы на нем не вымещали злость и обиду за вот эту ситуацию. Он-то ни в чем не виноват. Ребенку нужен и отец, и мать. Поэтому старайтесь сохранить то, что у вас есть. Старайтесь сохранить это своими силами. Никто не говорит, что надо бежать при каждой первой возникшей проблеме, решать это таким способом. Это ваша жизнь. И вы решаете, какая она будет. Она зависит только от вас, только от ваших решений. То, как вы выстраиваете свои взаимоотношения с любимым человеком, оно напрямую влияет на все, что будет потом происходить дальше. Если вы его уважаете, цените, если вы внимательны к тому, чем он интересуется, что его беспокоит, в чем у него
какие-то сомнения и проблемы возникают. Если вы вместе все это решаете, если вы прислушиваетесь, тут понимание, оно очень важно. Понимание, доверие. А когда чего-то из этого нет, это как разбирать кирпичную стену снизу. Вы просто рано или поздно обрушите на себя или на этого человека. Тут, куда она упадет, это большой вопрос. И кто-то из вас либо уйдет из этих отношений, либо, не дай бог, уйдет из жизни, потому что многие не видят своего будущего, не видят своей дальнейшей жизни, существования своего дальнейшего без этого человека. А многие не задумываются об этом. И ему помочь-то тоже как бы сложно, да, потому что кто ему поможет? Ему поможет психолог, а у нас особо-то не принято ходить к психологам, и мало кто к нему обращается. Хотя следовало бы. А хороших еще сложно найти. Специалистов, которые в этой области тебе помогут. Поэтому все приходит к чему? К тому, что человек замыкается в себе, в своих проблемах, и в лучшем случае он начнет что-то делать и как-то пытаться решить эту проблему. И самое главное, жить дальше. Вместе, не вместе, но жить дальше. Поэтому вы, когда заканчивается этот год, когда будут бить куранты, когда вы будете поднимать тост за прошедший, чтобы он ушел и не напоминал плохими событиями, которые, возможно, у вас были. Если нет, я очень рад этому. Но чтобы все осталось плохое в прошлом, а Новый год принес только счастье и радость. Этого я вам желаю. Я желаю, чтобы у вас все было хорошо. Но если у вас возникают какие-то проблемы, то каждая проблема, она по факту задача. А задачи надо решать. Если вы не решаете эту задачу, то и ответа, то и решения не будет. То и ничего не изменится в лучшую сторону. Все может только стать хуже. Говорят, что люди с возрастом, они лучше не становятся. Есть такие люди, которые становятся лучше. Это на многих примерах было жизнью доказано. Человека можно изменить, можно поставить его на путь истины. Для этого иногда требуется очень большая работа, а иногда требуется просто обратиться и переложить вот эту вашу тяжелую ношу с большой работой. Работа над собой, она останется. Но большая часть того, что вам, скажем так, непостижимо, и вы не можете этого изменить, вы можете доверить человеку, который это может сделать. Поэтому я поздравляю вас с наступающим Новым годом. 2022, надеюсь, принесет вам максимум удовольствия, счастья и успеха во всех ваших делах. Осталось несколько дней. Это видео я, возможно, выложу перед Новым годом, чтобы тот, кто смотрит наш канал, с удовольствием его посмотрел, поднялся настроение. Тот, кто является нашим клиентом, вам отдельное спасибо и отдельное поздравление. Вы уже совершили шаг вперед. Тот шаг, который, возможно, вы не решались сделать год, два, кто-то месяц, кто-то неделю. Но те, кто его совершили, доверили исправить все, что у них произошло, те обязательно получат тот желаемый результат. Или уже получили. Поэтому с Новым годом! С новым счастьем! Всем пока! Подписывайтесь на канал, обязательно лайк. И пишите свои поздравления в комментариях. Всем пока! Мы работаем для вас.